что необходимо криминализировать бытовое насилие. Атаковали наш приют, пришлось вызвать полицию. На самом деле этот супруг, он является капитаном полиции. И они разъяренные вечером приехали к нам в приют, проникли, хотя у нас закрытое учреждение, угрожали мне, оскорбляли меня. Распространяется на всех лиц. Пожалуйста, мужчины тоже могут подавать заявление, если они подвергаются насилию. Но нельзя же бить. Бить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, что мы сейчас находимся в международном информационном поле. Я сейчас нахожусь в Сан-Франциско. Моя гостья находится в Алматы. Я хочу вам представить мою гостью. Это Маргарита Ускимбаева, президент общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей», а также основатель приюта жертв бытового насилия «Араша». Здравствуйте. Саламат Сважанар, Саламат Стармак, Курмита Достар. Здесь приветствую вас, дорогие друзья, приветствую вас, дорогая Жанар. Я на самом деле долго ждала нашей встречи. Вот она настала, я прям рада. Сегодня мы говорим о факте насилия в казахстанском обществе, а особенности о бытовом насилии в отношении женщин. Какие законы приняты в новом Казахстане? Будут ли они, на ваш взгляд, работать, эти законы? Я имею в виду законы против насилия. Да, Жанар, на самом деле, к сожалению, вот эта повестка борьбы с насилием в Казахстане, она прям с каждым днем приобретает какие-то новые обороты, новые краски, все более устрашающие. И единственное, что меня радует, то, что общество уже неравнодушно, и в обществе уже существует такая дискуссия и прям нулевая, так скажем, терпимость к насилию в отношении там, женщин, детей и так дальше. Да, вы правы, форм насилия много, и бытовое, и сексуализированное, но оно в целом носит такой гендерный, так скажем, характер, и мы же понимаем, что жертвами насилия в основном являются все же женщины и дети. Это самая уязвимая, слабая часть любого общества, да, любого социума. Что касается законодательства, у нас в Казахстане в 2009 году, в декабре, был принят закон о профилактике бытового насилия. Но на сегодняшний день, я считаю, и экспертное сообщество считает, что этот закон уже себя он отработал. А нужен сейчас новый закон. Более того, проект нового закона о противодействии семейно-бытовому насилию, он готов. Года 2 назад еще в парламенте, в рабочей группе обсуждался этот новый проект. И вот новый закон мне нравится, потому что он охватывает все сферы. То есть в процесс борьбы, так скажем, с насилием, с предотвращением, с профилактикой будут включены все разные структуры. То есть это не только Министерство внутренних дел, как было в предыдущем законе, но это Министерство труда и социальной защиты населения, это Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство образования высшего образования и так дальше. Таким образом, новый законопроект готов. Но 2 года он дискутировался, 2 года назад, но не был продвинут и принят, потому что появились противники, которые неправильно растолковали, мы считаем, этот законопроект. Поэтому он у нас не принят. Но есть отдельные поправки. Нас как успокаивают, да, говорят, вот нате вам, мы сделали там отдельные поправки, внесли в Уголовный кодекс, в Административный кодекс, где усиливается ответственность, да, агрессора, насильника. Но этого недостаточно, потому что в целом я считаю, что необходимо криминализировать бытовое насилие. То есть именно в рамках уголовного законодательства рассматривать факты насилия в отношении женщин и детей. Только так мы можем остановить вот эту какую-то дикую, просто варварскую волну насилия, которая захлестнула казахстанское общество. Знаете, я хотела бы напомнить нашим зрителям, что Маргарита Ускимбаева являлась, так скажем, разработчиком законов, которые вносились на рассмотрение в парламент страны нашей, и затем эти законопроекты принимались в качестве законов в парламенте. Это было же, да, Маргарита? Но я, в общем-то, входила в рабочую группу, да, по разработке этого проекта, по обсуждению точнее, да, и у меня была возможность вносить свои предложения. Это было на протяжении долгих лет, да, вы работали экспертом?
Ну, я вообще входила в экспертный совет Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан с 2011 года, и вот по 22 год получается. Ну и в рабочем порядке, конечно, участвовала в разных проектах, имела возможность вносить свои предложения и так дальше. Такой вопрос. С вами были созданы два общественных фонда. Я еще раз напомню название. Это Институт равных прав и равных возможностей и приют жертв бытового насилия «Араша». Какие особенности этих двух фондов и что объединяет две общественные организации между собой? Да, Жанар, ну я должна сразу же уточнить. Дело в том, что это один у нас фонд Институт равных прав и равных возможностей Казахстана. И он был создан в 2010 году. Ну, кстати, вот 18 октября у нас день регистрации или день рождения нашего фонда. Вот, и уже фонду будет, получается, 13 лет. А приют у нас действует с 2017 года, то есть уже 6 лет получается, да. Ну и разница в чем? Разница в том, что фонд – это как бы зарегистрированная организация, а приют для жертв насилия – это социальный проект фонда, собственно. Это просто отдельный такой, как я говорю, инфраструктурный проект нашего фонда. Вот как бы в этом отличие. А финансирование где вы берете? Ну, мы, как все общественные организации Казахстана, вправе участвовать в всевозможных конкурсах грантовых, получать грантовое финансирование, получать благотворительную помощь, взносы отдельные граждан, помощь гуманитарную и так дальше. То есть, на самом деле, вот источники финансирования верифицированы, их множество. Вот. И мы, в частности, долгое время, с 2017 года по 2022 год, получали финансирование в рамках государственного социального заказа. Есть такая форма в Казахстане, да. И мы участвовали, естественно, в конкурсе ежегодно и получали финансирование на приют, так скажем. И было у нас и разные проекты. Например, у нас был проект при грантовом финансировании ООН женщин, структуры ООН женщин в Казахстане. И мы опубликовали, я вот, кстати, приготовила два руководства, хотела показать. Вот таких два руководства опубликовали в рамках этого гранта. Это кейс-менеджмент социально-психологической реабилитации лиц, переживших домашнее насилие. Это руководство для кризисных центров, для психологов. Дело в том, что у нас в стандарте как раз-таки, у нас в Казахстане в 2016 году был принят, в этом году, в 2022 году изменен стандарт оказания услуг жертвам бытового насилия. Вот, и вот в рамках этого стандарта выделяется 8 специальных социальных услуг, и в том числе социально-психологическая. И вот мы как бы такое руководство составили теперь с нашими авторами. Теперь, значит, и второе руководство в рамках этого грантового финансирования мы составили. Это повышение безопасности кризисных центров для переживших насилие и работы с агрессорами. То есть есть еще такой важный такой компонент в борьбе, так скажем, с насилием. Это именно работа с агрессорами. Это тоже очень важная часть работы. Также мы в течение 5 лет получали грантовое финансирование от Национального акционерного общества «Центр гражданских инициатив» по заказу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в течение 5 лет. И мы выполняли разные проекты, в том числе направленные на профилактику бытового насилия. Ну, если вот дальше рассказывать, то мы впервые в Казахстане написали наш фонд национальный доклад «Казахстанские семьи 2019». Но и с тех пор это стало такой хорошей традицией. Ежегодно публикуется этот национальный доклад. Его уже пишет другая структура, так скажем, из квазигосударственного сектора. Это Казахстанский институт общественного развития. Вы сказали, что у вас финансирование было до 2022 года, а сейчас вы на какие деньги живете? Но сейчас у нас нет финансирования там по причине того, что я временно как бы нетрудоспособна. Вот, поэтому я не могу сейчас активничать. Но мы участвуем в разных других проектах, экспертное участие есть. Таким образом, я по-прежнему работаю, но у фонда нет пока финансирования. Поэтому пришлось приостановить прием в приют жертв бытового насилия. Но, тем не менее, так как я есть,
то ко мне обращаются по-прежнему за помощью очень часто. Это телефонное обращение. И, конечно же, я помогаю дальше, но просто без проживания в приюте. И мы по-прежнему оказываем гуманитарную помощь, нам помогают нашим, то есть жертвам насилия помогают в этой части наши сограждане. Красный полумесяц в Казахстане также оказывает гуманитарную помощь именно жертвам насилия. То есть очень важно понимать, что, смотрите, даже если женщина с семьей побывала в приюте в течение полугода, да, но она все-таки по-прежнему остается вот с этой проблемой. Часто ведь у жертв насилия нет жилья, часто, преимущественно ни у кого из них нет жилья, нет постоянного дохода, то есть заработной платы. Следовательно, они всегда, эти семьи, нуждаются в помощи, поэтому мы по-прежнему поддерживаем часть этих семей. И также я слышала о каких-то очень трудных ситуациях, когда буквально агрессоры даже пытались, значит, ваш общественный фонд атаковать. Было такое, да? Да, было такое, атаковали наш приют, вот, пришлось вызвать полицию. Ну, как было, там такой кейс. Женщина поступила к нам в приют, а сама приехала, ее даже доставили, сопроводила полиция на 2 машинах, на одной она сама приехала, это было ее личное авто, да. Но это к тому, что обычно считается, что жертвами насилия являются малообеспеченные женщины, бедные женщины, так скажем, да. Но это не так на самом деле. Жертвами насилия являются, к сожалению, женщины из разных слоев, и состоятельные женщины в том числе. Так вот, эта женщина прибыла к нам в приют ночью, ее сопроводила полиция, но потом пришел, на следующую ночь разыскал ее супруг, но он не знал конкретно, что именно в этом доме находится приют, но он находился вот в этом массиве жилом, так скажем, и я из окна наблюдала, я жила недалеко, наблюдала, как он с группой молодчиков приехал, шумел во дворе, ну и жители потом вызвали полицию, и они уехали. На следующий же день он с утра снова приехал и ходил по территории вот этого жилого массива, искал свою жену, выкрикивал. Поэтому нам пришлось буквально занять осаду, мы закрыли двери. Потом я позвонила в полицию, я позвонила в интернет-портал «Ротель». Они, кстати, очень много освещали деятельность нашего приюта, и вот этот кейс в том числе. Ну, одним словом, он требовал, чтобы она вышла. И есть такой нюанс. На самом деле этот супруг, он является капитаном полиции, руководителем, да, прям целого района, целой патрульной службы Жетысуйского района города Алматы. То есть он представитель вообще, так скажем, полиции, власти, которая должна, по сути, защищать. И он был, ну, агрессором. Вот. Его супруга неоднократно убегала из дома, вот как-то так. Она обращалась до мамы, к нам и так дальше. Но одним словом, днем все-таки она вышла, вынуждена была под его давлением, полиция его поддержала, она вышла и ушла с ним. А потом, после обеда, вышла уже статья вот на интернет-портале «Ротель», и они, разъяренные, вечером приехали к нам в приют, проникли, хотя у нас закрытое учреждение, да, проникли в приют, угрожали мне, оскорбляли меня, настолько, что ну они как угрожали, супруг требовал, чтобы мы удалили эту публикацию с портала «Ротель». Вот, и он так давил на меня, оскорблял. А я больше всего, конечно, испугалась за детей, за женщин, которые находились в это время в приюте. А дети туда-сюда бегают. Ну, это же обычно, да? Дети туда-сюда бегают. И мы не можем запретить детям бегать, и вместе с тем мы не можем как бы передать свои переживания, чтобы, ну, на детей и на детях это не отразилось. Поэтому я старалась держаться, ну, спокойно, не выдавала себя. Ну, внутренне, конечно, это было целое, конечно, сильное переживание. За детей самое главное. И еще у нас были на тот момент 2 беременные женщины находились в приюте. И одна прям спряталась на кухне, она в это время была на кухне у нас, дежурила, так скажем, мыла посуду. И она там находилась еще с маленькой, была беременна, и еще с маленьким сыночком, ему буквально 1,5 года, он еле ходит. И вот эта женщина, оказывается, бедная, забилась на кухне за шторку, спряталась, потому что настал такой момент, когда эта женщина побежала на кухню, вырвала огромный такой нож, и начала угрожать, что она совершит суицид, что она себя порежет себе вены, то она приставляла нож то к руке, то к животу и так дальше, ну, и угрожала. Ну, просто они оказывали на меня такое давление, шантажировали.
тем, чтобы я, для того, чтобы я удалила, потребовала удаления этой статьи. Ну, конечно, под таким давлением я вынуждена была позвонить редактору Ротеля, это Марат Осипов. Я позвонила, а это было время 10 ночи, надо иметь в виду, да, 10 ночи, уже темно было, да, это был май месяц. Я позвонила Марату и попросила удалить эту статью. Марат ее, видимо, удалил. Вот. И вот таким вот образом, потом они только удалились, эти двое, ну, супруг со своей супругой. Но на этом, конечно, дело не осталось. Я, конечно, подала в суд иск за оскорбление чести и достоинства и так дальше. Вот, суд состоялся, он длился долго, всю осень. Вот. И суд первой инстанции я проиграла, его признали как бы невиновным. Да. Судья был мужчина, я считаю, что это была мужская солидарность, да, и на суде меня так пытали, хотя я как бы в поддержку пригласила правозащитниц, феминисток, СМИ, средства массовой информации, были вот опять же представители Ротель, правозащитное сообщество, Human Rights Watch, как бы представительница была даже этой международной организации, они наблюдали за судебным процессом. Были правозащитницы, там Татьяна Чернобиль, Лейла Махмудова, очень известные такие, знаете, в Казахстане правозащитницы. Вот. Первый суд мы проиграли, но потом я подала апелляционную жалобу. И вы представляете, 28 где-то декабря состоялся апелляционный суд, и я выиграла этот процесс. И я считаю, что это большим достижением, потому что таким образом я продемонстрировала, что надо себя защищать, что непозволительно никому никого оскорблять. И это было причем связано с деятельностью приюта. Никто не вправе вообще посягать на деятельность приюта, приходить, выдвигать и совершать насилие. По сути, это тоже было насилие такое, знаете, уже институциональное, структурное, так сказать, насилие, да. И женщины подверглись насилию вторично, когда они видели вот эту ситуацию. И я должна была им показать, что нет, я вас защищу, и я себя буду защищать. Таким образом, как бы, да, я это продемонстрировала, выиграла процесс. Я думаю, я создала прецедент в Казахстане, когда я, ну, как бы, я защищаю жертв насилия, защитила и себя. Ну, как-то так. И, кстати, привлекли к уголовной ответственности. Его привлекли все-таки к уголовной Как ответственности. уголовной ответственности. Но ему просто повезло. Именно вот у нас суд же состоялся 28 декабря, а 19 декабря, это был 21 год, была объявлена амнистия в связи с 30-летием независимости Казахстана. И он был амнистирован. Но сам факт все равно, статья за ним же остается. И он мне моральный ущерб еще выплатил. Ну, все, что должно быть в таких случаях. Ну, Да, как-то так. это на самом деле прецедент. Ну, Да. у меня, знаете, вопрос такой возник. Я давно, я хотела поставить его одним из первых, но вот сейчас поставлю. Почему? Потому что мне кажется, что вы человек, такая личность очень сильная. И, наверное, я так думаю, что все эти ценности, которые вы сейчас по сей день, они руководствуетесь ими, они исходят из вашей семьи. А вы могли бы рассказать, какая у вас семья была? Я имею в виду ваши родители. Какова была ваша мечта? Какие Мгм. ценности вы несете по сей день? Так скажем, Мгм. какими ценностями, еще раз говорю, руководствуетесь по сей день? Ну, на самом деле я родилась в многодетной семье. Мама родила нас шестерых. Вот. Она была учительницей сельской. Вот. В свое время она была очень активна тоже, до замужества еще. Она занималась спортом. Для меня это было необычно, но она вот 37-го же года рождения, то есть она в 60, где-то в 60-е годы, да, училась. Студентка была женского педагогического института, это тогда был очень престижный институт, да. Она была по специальности география, учитель географии, вот. И она еще занималась фехтованием. Это был, на мой взгляд, очень редкий, благородный такой вид спорта. Фехтованием. Да, была активисткой. Она танцевала, кстати. Она ходила в мастер-класс Шары Жиенкуловой. Вы знаете, да, это первая наша известная казахская танцовщица, да, известная на весь Советский Союз. И мама, рассказывает, сестра, шла по двору Жимпи,
И вот ее заметила Шара Жейнкулова, видимо, по осанке, по походке, ну, как-то у нее же свои есть какие-то индикаторы, да. И вот она пригласила мою маму в свой мастер-класс. Мама танцевала под руководством Шары Жейнкуловой. Но на 4-м курсе мама вышла замуж, вот, и как-то оставила институт, это был 4-й курс. И потом уже со мной, я 3-й ребенок у нее, она окончила заочно Казахский педагогический институт. Вот, и всю жизнь проработала учительницей сельской. Ну, это про маму. Она была необычайно красивой такой. Ну, все мамы, наверное, красивые, да, но вот как-то я так помню ее очень красивой, доброй. Вот, отец работал бухгалтером. Вот. Отец тоже был очень веселым, жизнерадостным человеком. Играл на домбре, ну, как любой казах традиционно, да, очень любил петь, играть на домбре, такой любил веселье. Вот как-то они умели красиво вальсировать, мама с папой, да, они танцевали вальс, то есть это была, ну, очень такая красивая пара, так скажем. Но я должна сказать, я выросла у дедушки с бабушкой. Да, вот мамины родители меня как бы вырастили, воспитали с 2 лет. Вот, и я выросла в традиционной казахской семье. Вот. Папа мой, я его папой называю Аптикарим, он 7-го года рождения, он воевал в Великой Отечественной войне, и я выросла на этой героике. Я вот тоже задаю себе вопрос, на самом деле, вот у меня прием же, да, это на самом деле нужно иметь смелость, оказывается, просто физическую смелость, эмоциональную какую-то смелость, да, чтобы вот противостоять вот этому насилию. И когда мне женщины наши вот из приюта говорят, они вас боятся, наши мужья, я не знаю, как бы не то чтобы радуюсь этому обстоятельству, но я как бы задумываюсь, да, оказывается, меня эти мужчины-агрессоры боятся. Вот они меня боятся. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это так, со слов наших женщин. Но женщины, видимо, таким образом мне делегируют эту ответственность какую-то, да, они как бы чувствуют, и они зато чувствуют себя защищенными. А мне вот это важно, дать им чувство защищенности во всех формах, во всех проявлениях, да, и эмоциональную защищенность, физическую защищенность, материальную защищенность. Поэтому как-то вот со мной они вот так, оказывается, ассоциируют меня. Вот. Ну, да, меня папа воспитывал, да, я была очень таким чувствительным, слабым ребенком, болезненным. Ну и папа из меня вырастил то, что выросла, да, я считаю, я выросла очень сильной, такой устойчивой, с четкими моральными ценностями. Может быть, это так не модно сейчас говорить, но это какие-то вот те ценности, которые в советское время, я же выросла в советское время, я окончила советскую школу, и я считаю, есть какие-то хорошие вещи. Хотя, конечно же, я за десоветизацию, я за деколонизацию, я против вот той имперской политики, которая проводила советский период. Я на себе ее испытала очень-очень сильно, когда училась в аспирантуре с 91 по 95 год в Москве. Я испытала все это. Вот. Но те ценности, наверное, все-таки это больше семейные ценности, которые вложил мне отец, моя бабушка, это меня воспитавшие. Это ценности. Вот папа мне всегда говорил, на казахском это звучало так: «Қолыңнан келгенше жақсылығыңды аяма жаса». То есть делай добро настолько, насколько ты можешь, вот старайся делать добро. Вот. Поэтому вот этот какой-то вот этот принцип, наверное, жизненный принцип заложил во мне папа. И вот то, что я делаю с приютом, все на самом деле это просто про добро, наверное. И даже я на физическом, видимо, он мне так внушил с детства, что я на физическом уровне это ощущаю, что когда я начинаю что-то делать и помогать, и вот у меня начинается проект, и вот начинает приют действовать, я чувствую, что я живу, что это мой смысл жизни. И, ну, мне сейчас 58 лет, и я сейчас это начинаю осознавать больше, острее, наверное, с возрастом, да. Хотя я была довольна всей своей жизнью, прожила интересную жизнь, очень содержательную, да, вот. Но именно тогда, когда я начинаю заниматься приютом, у меня открывается какое-то второе, третье, четвертое дыхание, да. И даже когда я лежала в больнице, вот я лечилась длительное время, этой осенью, зимой, и меня одна женщина прям благословила, потому что я прям до слез, я могу говорить о приюте очень, я его люблю, свой приют. И она мне сказала, вот я вас как бы благословила, она говорит, благое вы дело делаете, пожалуйста, не оставляйте, продолжайте помогать людям, пусть ваш приют будет действовать. И в больнице другая женщина, они все там, всем было интересно вот эти все истории, хотя жуткие, кровавые,
Но они меня просили, говорят, расскажите историю еще какую-нибудь, это так интересно. И в свою очередь тоже сами делились своими женскими историями насилия на самом деле. И я и еще раз убеждалась, что насилию подвергается, к сожалению, большое количество очень женщин. Ну вот возвращаясь к семье, вот это вопрос о моей семье, конечно, это все из моей семьи, из дома. Да и то, что папа мой, он в моем как бы образ у папы воина-победителя. Война – это плохо, конечно. Вот, и он рассказывал мне о войне, разные истории, за чаем. Мы так традиционно сидели на полу, у нас был такой круглый стол, Мгм. да, и вот подбоченясь мы вот так вот сидели, под локоть ставили там, скажем, подушечку такую, и с двух сторон вот так вот сидели, облокочась, и папа рассказывал все вот эти свои военные истории, вот как-то вот, поэтому я о войне не только читала, но я наслышана о войне из папиных рассказов. Вот, а так у нас папа был очень домовитым, семья такая была, ну, очень, ну, я чувствовала себя защищенной, всегда. И, наверное, поэтому во мне есть какой-то ресурс, позволяющий мне смело как бы, да, вот противостоять этому насилию, причем институционально, приютом. И мне даже одна коллега, юрист, как-то сказала, я, говорит, поняла, Маргарита, даже если мы все уйдем, вы останетесь одна, вы будете работать, вы будете этот приют вести. Ну, так оно и случилось в 22 году, да, полгода нас не финансировали вообще, и я работала одна. И это совпало как раз с событиями Кантара. И я одна вела весь приют, и у меня проживало свыше 20 женщин и детей. И мы в трудные дни Кантара тоже решили помочь все-таки нашим. У нас же были группы даже территориальной, так скажем, обороны из числа афганцев. И мы им помогали, пекли хлеб, да, лепешки, самсу, баурсаки передавали, чтобы поддержать их вот в эти трудные для всей нашей страны времена. Ну, то есть приют – это не только место, где получает помощь. Для меня было важно вот это продемонстрировать, что мы целый институт, мы против насилия, но мы и женщины и сами можем этому противостоять. То есть приют – это не место, где женщина только укрывается, а место, где женщины реабилитируются, ресоциализируются, и когда женщины готовы сами уже помогать. То есть мне важно было вот этот месседж как бы, да, доносить все время, и женщины, чтобы понимали, что они не только получательницы, да, услуг и помощи, они тоже должны помогать обществу, потому что нам очень много граждан помогали продуктами. У нас было очень много запасов муки, масла, и мы могли уже сами вот помогать таким образом. Мы пекли хлеб для полиции даже, да, потому что в дни Кантара был такой момент, что не было хлеба в магазинах. И я позвонила инспекторке одной по защите женщин от насилия, узнать, как дела, ну, чтобы какая-то связь с миром, что происходит, да, вот это были тяжелые же дни. И она сказала, я варю плов, но у нас нет хлеба. Я сказала, давайте мы вам испечем хлеб. Сколько вас человек полицейских? Она сказала, 100 человек полицейских. И вот мы на 100 полицейских испекли хлеба и баурсаков. В общем, вот так. Но Мгм. видите, вот мы говорили про семью, но я все время на приют, потому что для меня это сейчас такая ценность, такая, это так важно. Я просто чувствую, что это мое призвание. И я вот, наверное, родилась для этого. Меня Да, родили для стараюсь вас этого. не перебивать, потому что у меня много вопросов возникает по ходу вашего повествования. А, Спасибо вам большое, что вы такая смелая, что вы дарите добро людям. Это просто здорово. Таких людей сейчас редко встретишь, я вам скажу. И мне кажется, что вам надо создавать самой уже какой-то социальные сети, где бы вы могли общаться с людьми, потому что на самом деле, вы правильно говорите, жертв бытового насилия очень большое количество. Не только те, кто обращается к вам, есть те, которые, может быть, не хотят показывать, потому что это считается как уяд, что ли. Так вам надо открывать какие-то социальные сети, может быть, какой-то YouTube-канал открывать, рассказывать, прямо снимать видео, показывать каждую историю женщин, которые в вашем фонде находятся, в приюте, вернее. Вот. И тогда это будет более показательно, и тогда это будет более результативно, мне кажется. Вы говорили про то, что, значит, пекли хлеб полицейским, а также вы говорили афганцы. Кто такие афганцы? Я не совсем поняла. Да-да-да, я хочу уточнить, да, на самом деле надо уточнить.
Дело в том, что у нас вот принято, ну, в Казахстане в советское время называли афганцами тех мужчин, которые воевали в афганской войне в советский период. Помните, да? То есть это те мужчины, которые, это вот, ну, это мужчины, родившиеся в 60-е годы, они в свое время участвовали в афганской так называемой войне, которая шла в советский период, и афганские войска из Афганистана советские были выведены в 89 году, если мне не изменяет память. Вот. Да, Но эти мужчины есть, они живы, здоровы, слава богу, да. И вот они, наверное, имея опыт как бы ведения боевых действий, не знаю, ну, взяв на себя ответственность, они взрослые, им уже под 60, под 60 лет, за 60. Есть такие активисты, мужчины, и они, в общем-то, вот в период событий Кантара взяли на себя ответственность и взяли под, охраняли объекты, ну, конкретно, скажем, 7 больниц, родильных домов, то есть, да, больницы они охраняли, потому что, ну, разные были слухи, угрозы, что, и что были нападения, что в больнице появлялись какие-то лица очень, да, агрессивные, и выдвигали какие-то свои требования, требовали каких-то услуг медицинских, каких-то незапланированных и так дальше. Ну и в избежание всех вот этих рисков, вот эти, ну, мужчины, афганцы, так скажем, да, в нашем понимании теперь, они занимались, вот, по сути, территориальной обороной. Вот. И вот им как раз-таки, да, так как они дежурили круглые сутки, ну, у них то, что было, Господи, на руках, у них нет же ни оружия, ничего, ну, своим физическим присутствием они вот находились у этих больниц, у родильных домов, да. И, конечно, их надо было кормить. И вот я обратилась к одной активистке, к Ирине, говорю, Ирина, какая помощь нужна? Она говорит, нужен хлеб, испеките там 20 лепешек. И вот мы испекли, там их было 20 человек, видимо. Ну, мы передали, соответственно, там были группа женщин, которые их поддерживала, также варила им еду горячую, вот, и мы передали туда макароны, рис, сахар, муку, масло растительное, ну, вот все, что у нас было, как мы могли, мы пытались помочь, ну, вот если коротко. то есть январские события вы перенесли очень тяжело в плане того, что сейчас это отразилось на вашем понимании, сознании, да, то, что мы ощущали в январских событиях. Наверное, это тяжело даже объяснить, насколько сейчас все это сохранилось в нашей памяти. Например, вот я знаю, что в Казахстане на тот момент интернета не было, он был отключен, но мы-то все видели. Вы знаете, как тяжело было тем, кто живет за границей, видеть все это, то, что творится у них на родине, пережить это все. Мы тоже до сих пор не можем себя прийти, оправиться после январских событий. Это очень тяжелый период времени. Да, да, я прям абсолютно разделяю ваши чувства. Было, несомненно, тяжело тоже очень переживать, не знать, что происходит на самом деле. Но мы находились внутри, конечно, и я честно считаю, что мое здоровье очень сильно пошатнулось, потому что самое главное, я поняла для своей жизни, самая главная ценность вообще для меня– это благополучие моей страны. Ну, честно, вот без пафоса, да. И я когда-то себе тоже задавала вопрос, что я не смогу выдержать в этой жизни, да, то есть я многое пережила, я многое выдержала, да, я могу преодолеть много препятствий, много трудностей пережить, но я поняла, я не переживу, если с моей страной что-то произойдет. И вот когда настал Кантар, я так почувствовала, и самое главное, я почувствовала свое бессилие, я не знала, что я могу сделать, что надо делать, да, чтобы, вот что делать. Вот. Единственное, что я могла делать, это вот со своим приютом хотя бы так поддержать наших сограждан, да, активистов, тех людей, хотя мы не знали, что происходит на самом деле, да, непонятно все было, но вот эти вот, как бы, все вот это ужасно было. И еще самое главное, я же переживала за приют, потому что вы понимаете, что к приюту такое же отношение. Часть жителей знали, где находится наш приют, хотя мы конфиденциальность соблюдаем, да, но люди знали, и я боялась, что будет нападение на приют. Мы же помним, что эти события в начале января, а у нас на окнах дети нарисовали там елочки, игрушки новогодние украсили, да, окна у нас разрисованы были. И я тот же момент сказала, давайте помоем все окна, давайте все окна затемним, да. И все вот эти игрушки, и все эти новогодние образы, и Дедушка Мороз, и Снегурочка, все быстро помыли все мы эти окна, заклеили черной пленочкой, да, чтобы хоть как-то себя защитить.
И я говорила, не подходите к окнам, не открывайте двери. То есть это было очень-очень сложно на самом деле. А наш приют, мы в то время находились на окраине города. И я слышала, что на окраинах города были бородачи там с автоматами. Ну, и наша продавщица из магазина, да, говорила, я еще больше пугалась, я боялась за наших именно женщин и детей. Вот я жила рядом, но тем не менее я очень-очень боялась. Я вызывала полицию, потому что я боялась пожара, я боялась взрыва вот этих вот линий там газовые. У нас же газопровод проходит вдоль, да, трубы вдоль дома, они опоясывают дом. Я боялась, что взорвутся эти трубы, что вообще... То есть это была очень-очень-очень серьезная, критическая ситуация. Я, честно, я этого не выдержала, я заболела, я сорвалась, и я потом вот лечусь до сих пор, потому что я физически не выдержала даже этого, не эмоционально. И так дальше. Нет, мало того, что мы пережили коронавирус, это была для нас Да, шокирующая ситуация. да, Особенно, да. когда наше взрослое поколение, наши дети не могли выйти из домов. Был категорический запрет на выход. Мало того, что мы перенесли этот период У вас времени, в Америке тоже так было, да? у Ограничения были? нас были ограничения, у нас просто как в Казахстане, как в Алмате. Ну, у вас-то, конечно, я слышала, там чересчур, конечно, были какие-то такие моменты, что даже Мгм. запрещали выходить на улицу. У нас были выходы на улицу, но это как бы на, на твоей, как говорится, ты отвечаешь за свою жизнь сама. Ответственность, да, да, да. Мгм. Ответственность Персональная была. ты сама несешь на себе. Вот. И, конечно же, все старались сидеть дома. Но вот после этого пандемии коронавируса, январские события, конечно, это... Но давайте Ну, вернемся. да, я про пандемию хотела бы тоже привести один кейс. Да-да-да. В пандемию, представляете, у нас же приют действовал, тем не менее, да, Да-да-да. Мы тоже опять остались без помощи, вот, и мы сами справлялись с этим. У нас был только единственный случай, когда у одной женщины мы ПЦР-тестирование, естественно, проводили со всеми, кто к нам поступал сразу же в первый же день. Эта женщина находилась у нас в приюте, но у нее ПЦР-тест оказался положительным. И у нее очень сложный кейс в том смысле, что она была на первом триместре беременности, а мы как знаем, что именно в первом триместре беременности очень высок риск как бы для плода, а тем более в связи с коронавирусом. И вот мы приняли все меры, нам наши друзья помогли, передали эти комбинезоны, мы купили очки, бахилы, перчатки у нас были. И мы изолировали эту семью, а эта женщина жила не одна, у нее было 3 сыновей с ней, она была беременна. Мы попросили ее уйти домой к родственникам, ну, потому что мы боялись, что заразятся окружающие. У нас же приют все-таки, да? Мы же не медицинское учреждение. И я позвала и скорую помощь, и так, мобильную бригаду у нас было принято вызывать, все, и полицию, и инспекцию по делам несовершеннолетних. Я даже психиатрическую службу пригласила, потому что женщина не хотела уходить, угрожала суицидом, да, то есть это очень такой сложный был кейс, вот. И она до этого ушла, да, за день, когда ей сказали, пожалуйста, медицинская сестра разъяснила, что мы не медучреждение, пожалуйста, вам нужно пройти и пролечиться. Она ушла, но на утро она вернулась тихо-тихо, зашла в дом. Женщины другие не знали, они открыли ей двери, хотя двери у нас закрыты. Они не знали, она вернулась и сказала, что ее родители сказали, иди туда, где тебя заразили. И она вернулась на приют. И когда я стала говорить, нет, мы не можем, пожалуйста, покиньте, она сказала, нет, вы обязаны, вы государственное учреждение, вы мне обязаны, государство мне обязано защищать, я останусь здесь. Ну, хотя мы не государственная же организация, но эти нюансы уже не важны были для нее. И она осталась, и я сказала, хорошо, мы вас изолируем, мы арендовали несколько квартир, и вот она проживала в одной квартире со своими детьми. Мы их изолировали, ну, выдавали, естественно, продукты по утрам, приносили, ну, как обычно. Вот весь этот режим мы соблюли, вызывали периодически, значит, скорую, мобильную бригаду, они наблюдали. И потом через 2 недели сняли карантин, потому что как бы у нее был положительный, ну, как бы результат, как бы мы миновали эту ситуацию. То есть был у нас такой тоже кейс, и мы его преодолели. Это происходило в нашем приюте.
Ну, то есть вот так, в пандемии было все очень непросто, там очень много, ну, Вы, извините, еще наверное, очень много. запаслись какой-то провизией, да, во время коронавируса, потому что там же Да, да, запрещено было. да, да, у нас были запасы, мы покупали, у нас тогда уже работала вовсю доставка. Мы периодически в неделю раз, да, покупали свежие продукты, овощи мы и так покупали, свежие фрукты детям всегда отдельно закупали. То есть, да, у нас были продукты. Трудно было только с одеждой в начале, потому что все магазины же были закрыты. С Да. одеждой были сложности, но мы этот просто уже решали по ходу. Маргарита, давайте вернемся к нашей действительности, современной действительности. Я хотела бы сейчас задать вам вопрос касательно суфражизма, феминизма. Это целое направление, которое развито у нас в Казахстане. Существует целое научное направление, множество диссертаций о защите именно тематики феминизма. Ну, Светлана Шакирова, яркий Да. представитель этого направления. А вот у меня такой вопрос. Сейчас, понятное дело, феминистки в первую очередь, так скажем, остро реагируют на те события, которые происходят в Казахстане. Это мы только что с вами говорили, насилие, бытовое насилие. И они выходят на улицы, демонстрируют, значит, свое несогласие с тем, что происходит. Почему сейчас государство, государственные органы, так скажем, препятствуют тому, чтобы феминистки выходили, значит, поднимали вопросы насилия? И, может быть, я думаю, это в чьих-то интересах, как вы думаете? Я для начала сразу хочу разграничить. Есть феминизм академический, да, а есть активизм. Феминистский активизм, женский активизм и так дальше, да. То есть исследования это отдельно, диссертации пишутся отдельно, они не всегда отражают реалии нашей жизни, да. Поэтому я, если помните, Жанар, я вообще проработала сама в академической среде 20 лет, я работала из них 9 лет в научно-исследовательском институте социальных и гендерных исследований Казахского государственного женского педагогического института. Я по-прежнему провожу гендерные исследования, но это мое любимое дело, хобби, так скажем, да. Но я поняла разницу между академическим гендером, так скажем, да, и активизмом. Поэтому я сейчас больше занимаюсь активизмом. Конечно, все время я прочитала и исследования, и диссертации и так дальше. И я к чему это? К тому, что сейчас у нас в Казахстане появилась новая, я считаю, вторая волна феминисток. Это молодые, очень амбициозные, очень прогрессивные, очень образованные. Это вот тот самый идеальный вариант, когда они феминистски образованные, они говорят на английском, как правило, да, но мы же знаем, что основная литература на английском языке, они получили зарубежное, там, европейское образование, там, в Америке учились, так и продолжают, магистратуры, докторантуры. То есть они успевают все, они пишут и диссертации. Вот Жанар Секирбаева в Японии училась, да, на PhD защитила, скажем, да, по телесности, так скажем, да, и продолжает. Вот для меня вот это идеальный вариант феминистки, когда она и в академической среде хорошо как бы ориентируется, да, и в активизме. Что касается, почему запретили митинг, надо признать, что в прошлом году же митинг состоялся, вот. И митинг был разрешен, и на митинг вышло свыше 1000 активисток, женщин, молодых, разного возраста, феминисток, гендеристок, так скажем, да. И это был на самом деле прецедент. Это тому надо факт удивляться, как позволили вообще и разрешили этот марш, феминистский марш, да, и он очень, как бы, мы очень гордились все вот этим маршем, потому что он прошел действительно очень хорошо, организованно. Но феминистки это умеют делать. У феминисток многотысячен, как бы, несколько сот лет опыта проведения и маршей, и всяческих, и демаршей, и всяческих, да, так дальше. Поэтому наши феминистки очень постарались, и этот марш феминистский был просто очень прогрессивным, очень организованным. И мы, и вот феминистки, получается, это вот новая волна организовала. Там та же Лейла Махмудова, Жанар Секирбаева, Гульзада Сержан, Татьяна Чернобель, Фарида и так дальше.
И эти феминистки именно продемонстрировали еще раз миру, что в Казахстане мы можем проводить марши, это хорошо, и власть как бы соглашается, разрешает. Хотя у нас же ведь мирные собрания, митинг, марш – это мирное собрание, да? У нас же носит уведомительный характер. Тем не менее, приходится с властью договариваться, писать им, просить разрешения, хотя это как бы такой нонсенс законодательности, да? В этом году не разрешили. Я думаю, только потому, что увидели, что в прошлом году феминистки сумели, это был мирный, их охраняла полиция, сопровождала по пути следования, да, вот марша. Это удалось. В этом году запретили. Ну, я думаю, это связано с тем, что все-таки боятся у нас массовых каких-то выступлений. Хотя, честно скажу, во всем мире все это уже признали давным-давно, именно феминистские движения. Это самые безопасные. Они не имеют такой вот претензии на власть, в смысле вот такую вот эту вот вертикаль власти, да? Они говорят о горизонтальной же власти, Мгм. о власти на всех уровнях, о власти на уровне микрополитик повседневности, вот. И говорят о правах именно, да. Вчера Вы я буквально говорите тоже... об активности женщин, А? об активности женщин, потому что, например, факт того, что среди акимов областей нет ни одной женщины. Да в том-то и дело, в том-то и дело. Вы смотрите, даже в этом году в парламенте всего 18 представленность, 18% женщин, Мгм. хотя в предыдущем созыве было 28%. Это же, Нар, при том, что у нас введена же квота партийная, да, то есть в партийных списках через одну должна быть женщина, да. Ну, у нас молодежная квота, женская квота и так дальше. Но почему-то эти квоты не работают, получается. Мгм. Понимаете? Но в зависимости от партии. У нас самая многочисленная партия Нур-Отан. Именно в Нур-Отане, да, не соблюдается квота женская, получается. А в других партиях относительно соблюдается. В той же партии Акжол, в партии коммунистов, ну, их называем мы коммунистами, это они сейчас переименовались, Народная партия, да? То есть в этих партиях, да, есть это, соблюдается вот это соотношение по гендерному признаку. Женщины представлены. А именно в самой многочисленной партии в парламенте, у Нуротана, эта квота не соблюдается. Вот парадокс. А мы-то помним, что введение квот – это же международная политика, это политика ООН, политика позитивной дискриминации, по сути. И это временная мера, но у нас она не работает, опять же. Я правильно скажу, что иногда я очень удивлена некоторым такой информацией. Я нахожусь не в Казахстане, и когда мне говорят, у меня очень много подписчиков, которые являются друзьями в социальных сетях, они мне пишут: вы слышали, новые хотят законопроект принять? Буквально в четверг. Значит, в чем он заключается? В том, чтобы вопрос об бытовом насилии, там должен существовать такой пункт, где, значит, женщина, которая провоцирует сама бытовое насилие, должна быть оштрафована. Это о чем говорит? Я не поняла сначала, это что, шутка, это серьезно, это так и было на самом деле, или что? У меня такой вопрос, сама постановка вопроса, она правильная или нет? В любом насилии страдает в основном женщина. Вот я приведу пример, да, статистику. В наш приют за все эти годы свыше 600 женщин и детей мы приняли. Но надо понимать, что это большая цифра в том смысле, что они же проживают в приюте по полгода, некоторые выше полугода проживали. Поэтому это большая цифра. И я могу говорить, вот из этих 600 не было практически мужчин, обращаются всегда женщины. Но у нас был, конечно, один кейс, когда проживала вся семья, мама, папа и 6 их детей. Но это как бы вот, это из ряда как бы, да, вот выходит, да, и это только один мужчина был у нас в приюте. Поэтому вот это вот заявление настолько абсурдно, да, конечно, я даже не реагирую на это, потому что я знаю, что общество само отреагирует и в социальных сетях. Я в хейтах не участвую, честно скажу. Ну, потому что и когда уже поднимается волна, а я чувствую, что она пойдет, то как бы мой один голос там уже погода не делает. И моя задача, наоборот, говорить о тех женщинах, о которых никто не скажет. И защищать тех женщин, которых никто не защитит, кроме меня. Потому что они ко мне уже обратились и говорят, все, это последняя инстанция, мы не знаем дальше, куда двигаться. И тогда, конечно, да, вот я о таких кейсах больше пишу.
А то, что вот это произошло, конечно, я это все вижу, я читаю. Конечно, я считаю это нонсенсом, это абсурд. Но, с другой стороны, формально, да, у нас же стандарт оказания услуг для жертв насилия распространяется на всех лиц. Пожалуйста, мужчины тоже могут подавать заявление, если они подвергаются насилию. Да, я допускаю, что же мужчины тоже подвергаются насилию бытовому. Я это допускаю. Более того, я скажу, мы же не просто вот приемом занимаемся и в приюте сидим. Я еще, вот наш фонд очень много занимается информационной работой, пропагандистской, так скажем, работой. И мы проводим много информационных кампаний в разных как бы институциях, в разных как бы стратах социальных. И в том числе мы проводили с нашей юристкой Ларисой Бойер информационную встречу в Академии МВД. В Алматы есть такая Академия МВД, где готовят полицейских, так скажем, да, квалифицированных полицейских. И там я также выступала и говорила про это. И полицейские вначале, это целый огромный зал был, я не знаю, там свыше 100 человек полицейских сидели, курсантов, да, ну и действующие полицейские, оказывается, среди них были, учились. Так они вначале возмутились, когда я сказала про кризисные центры, про приюты, что есть и все такое. Даже полицейские так отреагировали. И они меня обвинили, они говорят, вот вы открыли эти кризисные центры, приюты, теперь женщины туда убегают. Вы это создаете, вы разрушаете семьи. Я на суде слышала обвинения в свой адрес, когда я защищала 15-летнюю девочку, которую отец родной избил. И на суде мне судья сказал, это вы разрушаете семью. Семье и так нелегко живется, понимаете? То есть я к этому привыкла. Вот этот дискурс, к этой риторике я привыкла. И я спокойно к этому отношусь, то есть в том смысле, что я продолжаю работать. Поэтому, да, я ему хочу ответить, это вроде депутат какой-то, да, из Мажилиса. Я хочу ему сказать, пожалуйста, пусть мужчины подают заявление. Пусть они пишут, обращаются в полицию. Но мы-то понимаем, что в силу, опять же, тех же патриархальных установок мужчине будет западло, позорно писать заявление на то, что его жена или женщина там его побила. Они не напишут этих заявлений, они не будут обращаться. Так вот, продолжая, вот так в Академию вот это МВД, мне один полицейский встал и громко задал вопрос. Он говорит, не всегда мужчина виноват. Женщина провоцирует. У женщин бывает характер несносный, бывает стервозный характер. Я сказала, я все допускаю, все это бывает. Но нельзя же бить. Бить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. А то мне говорят, часто задают вопрос, и там же в Академии задали вопрос, какова причина насилия? Я говорю, слушайте, причин не может быть. Бить просто нельзя. Насилие совершать просто нельзя. Вообще. Ну, то есть это вопрос о нулевой терпимости к насилию. Я еще почему согласилась на интервью с вами, потому что я знаю, что у вас очень широкая аудитория, Жанар. И Да. я вас знаю как социолога, как доктора социологических наук, поэтому я вам очень доверяю. И я знаю, что вы корректно используете как бы все, что я сказала. И я бы хотела попросить, если кто-то сможет помочь нашему приюту, одним словом, да, потому что наш приют сейчас не действует круглосуточно, потому что у нас нет финансирования, а ко мне обращаются каждый день. Я чувствую такую ответственность. Я бы хотела, чтобы нам доверяли нашему приюту. Я бы хотела попросить о помощи. Дорогие друзья, мы сегодня обязательно после вот этого видео мы выставим счет под видео, куда можно будет отправить деньги. Пожалуйста, поддержите приют, который создала Маргарита. Он очень нужен нашему обществу. Это как бы островок любви, островок надежды, островок поддержки тех, кто сейчас находится в состоянии насилия. Поэтому, дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, чем можете. Но если вас не могут поддержать деньгами, можно какую-то материальную, там, допустим, какие-то вещи принести или продукты. Да, 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 конечно, одежду, продукты, вещи. Вообще было бы здорово. У нас нету своего помещения, мы арендовали все время. Да, может быть, у кого-то будет помещение, мы бы сами бы его привели в порядок, отремонтировали бы и как бы запустили бы. Но я думаю, что и с помещением это абсолютно не проблема. Сейчас, в принципе, Да, много людей, которые имеют свободные какие-то помещения.
Да. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто нас слушает, кто нас слышит. Пожалуйста, помогите развитию, дальнейшему развитию этого приюта Араша. Кстати, а как переводится Араша? Араша в переводе с казахского в словаре переводится как заступничество, одним словом, да. А на самом деле это такой возглас междометия, тогда, когда две стороны противостоят, ну, происходит, как бы условно говоря, там стычка, столкновение, то кто-то начинает кричать «Араша, Араша», то есть помоги, спаси, заступись, заступись, рассуди нас, ну, как-то так.